Мы начали 17 числа этот проект, и уже на днях, буквально завтра, будет месяц, и мы будем делиться результатами, что удалось, что не удалось, и какие выводы по завершению этого месяца. Так как это наш эксперимент, и так как это все наши наработки, то ни в коем случае это не финансовая рекомендация. И сразу перейдем к действию, сразу покажу свой TradingView. Торгую я в основном на линке. Наш дорогой робот торгует на других монетах. Получилось сделать около 13 сделок. Сгенерировал плюс $1.18 к своему депозиту. И это составило плюс 47%. Получается, вот эта вот информация, это была вчерашняя информация. Если мы прибавим 1.18, то получится на данный момент около 7,20% к депозиту. Вчерашний прогноз у меня был на рост. Вот так он потихоньку отработал. Я, конечно же, так как нет у меня возможности постоянно смотреть на график в компьютере, торговал хаотично, но в основном в лонг вот это движение. Да, были в основном короткие сделки, и поэтому их так много. Сегодня уже нахожусь на этом уровне, где-то 16.040 зашел. Прогнозирую, скорее всего, что дойдем до следующего уровня сюда, до 16.18, но хотелось бы, чтобы вот сюда. Посмотрим. Так как я торгую мелкими сделками, то я наблюдаю за этим и, соответственно, тоже закрываюсь. Видим, что RSI находится тоже внизу, соответственно, все идет к тому, чтобы рынок пошел вверх. Динамика положительная, и даже удалось сгенерировать определенную прибыль. Аргументируй, пожалуйста, почему ты считаешь, что пойдет рынок вверх? Пришли к такому достаточно сильному уровню, да, пока он у нас является поддержкой. Конечно, мы можем его пробить, как мы это делали вот недавно, 16 мая. Можем сходить еще вниз, но так как моя стратегия усреднения, да, то есть я иногда докупаю выкупаю это снижение цены, следующий уровень у нас еще сильнее должен выдержать. Конечно же, не прорисованы имбалансы, которые могли бы еще подсказать что-то, но также жду твоего мнения. Я вижу, что можно провести нисходящую трендовую, и разворот случается обычно, когда она пробивается, либо же когда есть понятный уровень смены тренда от точки, с которой началось движение безоткатное вниз, самой нижней, в данном случае, если мы рассматриваем нисходящий тренд. У тебя была попытка пробить уровень смены тренда, но сейчас мы вернулись под него. И пока эта ситуация не разрешится, я бы сказал, что она спорная. Тут, вот видишь, две красные свечи у тебя, от которых, которые образуют поход вниз. Да, они почти совпадают с твоим уровнем сильным, но немножко все равно эта ситуация находится выше. Вот если от них, от верхней, провести вправо линию, то образуется то, что я считаю уровнем смены на данном таймфрейме. И только закрепившись над этим, мы не смогли закрепиться над этим уровнем, мы его пробили, и сейчас консолидация находится под ним. Я бы пока понаблюдал, что ориентироваться все равно мы будем, пока доминация высокая у биткоина, все равно мы будем ориентироваться на него. И в связи с этим хотел бы начать пока с своего экрана. На дневном таймфрейме у нас такая картина, мы уже ее рассматривали, она сильно не поменялась с прошлого нашего обзора. Вот это была такая линия. Вкратце скажу, что сейчас неопределенность, которая началась вот с этой свечи, у которой практически одинаковые тени, как вверх, так и вниз, что говорит о том, что не покупатели, не продавцы не побеждают, а потом следующая свеча примерно такая же, практически тени свечи одинаковые. И вот эти, они почти все доджи, да, то есть доджи это такая свеча, которая она и разворотная, и в то же время свеча неопределенности. Поэтому сейчас, хотя направление тренда все-таки у нас восходящее, но назовем это, мы начали рисовать базу, консолидацию, которая обладает признаками неопределенности, и здесь может быть любое развитие событий, как поход на продолжение по тренду, вот здесь можно провести восходящую трендовую, так и, скажем, если взять то, о чем мы сейчас с тобой говорили, самую верхнюю точку, к ней мы пошли примерно вот от этого уровня, мы можем пробить этот уровень вот таким движением вниз, и сейчас просто появятся, наверное, все элементы рисования, мои
Да, вот сходить вот за этим имбалансом еще можем, а также даже, как я уже говорил, что можем и за этим. Мы на меньшем таймфрейме, на 4-часовом, видим, что она уже такая консолидация более понятная, и казалось бы, мы сейчас идем вот сюда, и, возможно, будет какая-то там попытка пробоя вверх, но также возможно, что где-то вот отсюда мы снова пойдем и будем пытаться пробить вот эту. Почему я говорю, что возможно какое-то движение? Во-первых, выходные, где вполне всегда есть место манипуляции, поскольку ликвидность на выходные ниже. У нас, я люблю очень затрагивать эту историю с волатильностью, она у нас достаточно низкая, нижнее значение, откуда мы обычно делали вот такие рывки вверх, это значение 4,28, либо чуть выше, либо чуть ниже его. Ну, а сейчас у нас ровно 5, 5,01, если быть точным. И мы пока идем вниз, это значит, как мы сегодня с тобой обсуждали, снижается волатильность, после чего она растет. Растет волатильность иногда, когда рынок растет, а иногда волатильность растет, когда рынок падает. Поэтому куда мы пойдем, пока наши свечи, доджи, которые мы рассматривали, не говорят. Ну, как, впрочем, даже порой бывает, что и свечи что-то говорят, но распознать, о чем они говорят, очень сложно. Вот такой вот обзор. Доминация на 63, она, конечно, снижается, но не так охотно, как хотелось бы для тех, кто ждет альт-сезон. Ну и, как мы с тобой уже проговорили, посмотрим, что у нас было с магией, с мейджиком за то время, которое я отторговывал. Здесь вот такой, я уже рассказывал, почему я выбрал, за то, что больше 200% он сделал буквально тут за 3 дня. Ну, для того, чтобы торговать активно и получать хорошие результаты, желательно выбирать монеты, которые делают существенные движения. Достаточно, чтобы она делала в день 5% как минимум, и тогда с плечом это получается достаточно приличная сумма. Но что мы видим на мейджике? Мы видим, что мы снижались, потом откатывались, потом снижались, потом откатывались, и я отторговывал вот это движение, но не полностью, а где-то вот до сюда. Если прорисовать сетап, сейчас короткую позицию, то здесь я увидел вот этот вот первый признак разворота, как говорится, тень свечи, где победили продавцы, и, как обычно, я откладываю 1 к 3, да, по риск прибыли, и вот эту сделку я торговал, здесь получилось 34%, 33, 37, но у меня получилось 34 по результату. Также я сейчас активно тестирую новый индикатор, да, и по нему я тоже торговал несколько сделок, но кому интересно о том, как торговать об индикаторе, как он показывает и дает сигналы, я, в общем-то, могу ответить вам, когда вы напишите в комментариях, что вам это интересно. Вообще пишите в комментариях, что вам интересно. Это будет позволять нам делать контент гораздо лучше и полезнее для вас. Ну и, конечно, мы сами, вдруг мы чего-то не будем знать, как ответить, мы сами прокачаемся, изучим материал и дадим его вам в максимально доступной форме. Вернемся к линку, о котором мы только говорили сейчас, и вот как раз-таки я и хочу провести те линии, о которых мы с тобой говорили. Частично что-то здесь уже есть, да, и нисходящий тренд, он вот так вот у нас виден. Нисходящая линия, которая показывает направление нашего тренда на данном этапе в рамках 15-минутного таймфрейма. У нас когда-то было вот несколько сценариев, мы отработали по красному, и сейчас действительно, как ты сказал, у нас есть сильный уровень, который, не знаю, как у тебя, у меня он прорисован в районе 16.055, пробили, да, и сейчас у нас вот мы под ним. И Да. я бы сказал, что сейчас мои прорисовки выглядели бы вот таким образом. Я всегда выделяю минимум, я всегда выделяю максимум, ну, то бишь какой-то коридор, всегда выбираю. И смотрю уровни смены в моменте, которые были. И я тебе говорил именно вот об этом месте. Я сейчас опять, ну, ты прорисовал его, я тоже сейчас прорисую. У меня он обозначается как уст 2, поскольку это нижний уст. И вот смотри, что у нас происходит. Мы ушли под него. Также мы ушли и по тот уровень, который где-то из истории ко мне сюда пришел зеленый. Должны либо это распознать как ложный выход, и потом возврат, закрепление над этой линией, либо мы подтверждаем ее снизу, и тогда у нас будет поход ниже. Как прорисую я отсюда прям вот так. Ну, уже до какой цели мы не будем сейчас выбирать, просто я абстрактно прорисую до минимального значения, ну, а там будет как будет. Здесь, как ты говоришь, рассмотрев имбалансы, можно тоже поставить цель. Вот здесь у нас есть имбаланс, вот такой.
Он у нас, что такое имбаланс, я уже неоднократно говорил. Кому интересно, пишите к нам в комментариях. Мы осветим любой непонятный вам термин или же значение какое-то, или же стратегию. Нам интересна ваша вовлеченность, ваши интересы. И также мы сами для себя, как я уже говорил, будем что-то повторять. А повторение – мать учения. Вот так кратко я прокомментирую линк. И мы будем... Если готовы к любому развитию событий, то нам не мешало бы прорисовать и второй вариант развития событий. Да, вот так как-то вполне тоже возможно, что может быть, и это будет больше твой сценарий, он позитивный, поэтому я его прорисую зелененьким. Спасибо большое. Пишите, друзья, в комментарии. Может, вы хотите что-то подправить, поделиться своим опытом, будет тоже очень интересно, и, может быть, в будущем мы даже пригласим вас поучаствовать в нашем эксперименте. Ну и встретимся завтра. До новых встреч!